Микрофон настроен, я настроен, все настроено, мы готовы. Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео по Arena Breakout Infinite вы узнаете, как повысить FPS во втором сезоне. Что изменилось? По настройкам графики все так же скудно, да и версию FSR не обновили. Но тем не менее пройдемся по тому, что имеем. Подберем с вами оптимальные настройки для разных систем и слегка оптимизируем нашу винду. А также избавимся от лагов и фризов и сделаем более стабильным фреймтайм. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, полезная интеграция и погнали. Эй, братик, послушай, я тут проштудировал интернет и в поисках топовых интернет-магазинов для покупки игр и пополнения Steam аккаунтов. И знаешь, что я обнаружил? Что на Case4Gamers минимальная комиссия от 3%. Между прочим, одна из самых низких на рынке. Пополнить можно абсолютно любой аккаунт. Россия, Казахстан и многое других. А ассортимент здесь действительно богатый. Игровые ключи, софт, подписки, подарочные карты и даже Windows. Приобрести очень просто. Выбираем интересующий нас товар, обязательно убеждаемся в доступности нашего региона, добавляем в корзину и переходим к оплате. Можно оплатить по СБП и даже криптой. Обязательно применяем код скидки, это Каска, который сэкономит вам целых 15%. Разве это не чудо? Если возникнут какие-либо проблемы, в чем я сомневаюсь, тем не менее поддержка всегда рядом. И, наверное, не менее важная особенность — это регистрация аккаунта. Для того, чтобы отслеживать свои заказы, вдруг чего открывать различные споры. И тут же мы можем увидеть, что каждый продавец проходит обязательную верификацию, а активные пользователи получают бонусное вознаграждение. Ссылочку на Case4Gamers я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к ролику. Оказавшись в самой игре, нажимаем настройки и начнем из самого интересного — это изображение. И давайте пройдемся по списку. Соотношение сторон опционально, разрешение экрана по соотношению к вашему монитору, но если вам нужно повысить немножко FPS, можно понизить. Допустим, 2К моник, ладно, 2,5К. Ставим Full HD. Если Full HD, можем поставить 1600 на 900, либо 1280 на 720. Картинка, конечно же, ухудшается, но дает такой неплохой прирост производительности. Режим экрана. Если вам нужно потенциально чуть ниже задержка, ставим на полный экран. Если вам важнее всего быстренько сворачиваться, тогда полноэкранный оконный режим. Тип избыточной выборки сглаживания. Нам доступно нет, TSR и FSR. Если у вас видеокарта от AMD, я рекомендую выбрать TSR, потому что версия FSR старенькая и она не всегда идеально работает. Если у вас NVIDIA, очевидно, DLSS, а уже пресет выбираем в зависимости от мощности вашей видеокарты. Тут в принципе все очевидно, я обычно ставлю качество. Плюс чуть позже поймете, почему все-таки важнее выбрать TSR, но кое-что отключить. Максимальная частота кадров я ставлю 240, но если вам нужно будет ограничить ваши FPS, допустим под герцовку монитора, самый лучший способ — это Riva Tuner. Она не просто ограничивает ваше количество кадров, но и делает стабильным фреймтайм. А сам фреймтайм в свою очередь влияет на общий геймплей. Поэтому можете воспользоваться. Вертикалку выключаем, ограничить кадры для главного экрана. Включаем. Отрисовка с динамичной скоростью. Я включаю. И теперь начинается самое интересное. Это подробные настройки. Дальность видимости. Ставим низкое. Качество теней. Среднее. Разрешение. Низкое. Качество постобработки. Среднее. Качество текстур. Высокое. Качество эффектов низкое, качество растительности низкое, качество шейдеров высокое и качество освещения низкое. Добавили еще один новый параметр, называется качество прицела. Во время прицеливания то, что нас окружает сбоку, оно будет более плохого качества, будто бы отсутствует сглаживание. Чаще всего это заметно, если мы выключаем само сглаживание. Ни TSR, ни FSR, ни DLSS мы не включаем, оставим нет. Тогда здесь лучше всего выбрать качество, иначе все эти лесенки будут очень сильно бросаться в глаза. Но, чтобы не терять по производительности, лучше поставить TSR, качество и выбрать производительность. И нажимаем сохранить. На вкладке игра у нас есть поле зрения, здесь по желанию. Я обычно ставлю около 100. Покачивание головы низкое. Интерфейс рекомендую настроить. Это важная часть, и она должна что-то постоянно показывать, что-то наоборот не показывать. На вкладке звук. Музыку я обычно выключаю. Голос контракта около 40. Интерфейс можно сделать еще тише, 20-30. Громкость эффектов около 80 и общую громкость на 100. Объемный звук
Тут смотрите, по ситуации на некоторых наушниках могут быть проблемки. Постобработка. Рекомендую настроить конкретно под вашу систему, но есть кое-какие неплохие настроечки, они у вас на экране. А после данных настроечек нам нужно будет перейти на рабочий стол и слегка оптимизировать нашу систему. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. А оказавшись на рабочем столе, нам с вами нужно будет сделать небольшую оптимизацию нашей системы под игру. Для этого загружаем архивчик по ссылочке в описании, в телеге либо у меня в дискорде, где вам удобней. И здесь нас встречают оптимизация, задержка, настройка видеокарты, очистка, твики реестра и BIOS. Схема питания по желанию. Начнем сверху вниз по списку. Оптимизация. Отключаем визуальные эффекты. Ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Далее галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Нажимаем применить и ОК. Либо ставим галочки, как и у меня. Это некая стабильность между производительностью и нормальным визуальным видом. Отключаем повышенную точность. По умолчанию стоит галочка на включить повышенную точность. Мы ее, конечно же, выключаем. Отключаем Xbox Game Bar. На 11 винде это нужно будет делать через реестр, чуть позже покажу. Если у вас десятка, будет написано Xbox, мы его отключаем. Включаем игровой режим. Ставим галочку, если он по какой-то причине у вас отключен. Аппаратное ускорение и производительность. Галочку на оптимизацию для игр в оконном режиме можете поставить по желанию. Далее у нас есть планирование GPU с аппаратным ускорением. Тут на самом деле все индивидуально. Кому-то данная галочка помогает, кому-то наоборот делает хуже. Поэтому проверяйте конкретно на вашей системе. Я лично в последнее время пока оставляю включенной. Далее опускаемся вниз, и нам нужно будет найти либо в списке, если в списке нет, нажимаем обзор на десятки, здесь написано добавить классическое приложение. Переходим в папку с игрой, Arena Breakout Infinite, далее AB Infinite, Binarious, Win64 и находим UA Game приложение. Добавить. Нажимаем вот сюда, параметры GPU, ставим высокопроизводительный и оптимизация для игр в оконном режиме. Отключаем, потому что нет смысла. Отключаем эффекты прозрачности, выключаем, и эффекты анимации тоже выключаем. Целостность памяти. Кушает очень много FPS чаще всего, поэтому выключаем. Но если вы любитель скачать вирусы, частенько на них попадаетесь, тогда лучше не трогайте. Задержка. Latency Tweaks. Нажимаем PKM и изменить в блокноте. По желанию можем прочитать, что значит Dynamic Ticks, шпет и Synthetic Timers. Ходят различные слухи, помогает, не помогает, миф, не миф и так далее. Делайте на свой страх и риск, я обычно их включаю, точнее отключаю. Вы же смотрите сами. Нажимаем PKM и запускаем от имени администратора. По желанию можем прочитать, что это такое. Я кратко расписал. В остальном же есть интернет. MSI мод. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI. Далее приоритет. Так сделаем. Выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Настройка видеокарты. Начнем с AMD-шки. Если у вас устаревшие видеодрайверы, а также старенькая видеокарта, делаем то, что указано здесь у нас в списке. Если у вас более современная видюха, нажимаем PKM AMD Software, переходим на игры, далее находим UA Game, либо Arena Breakout. Если у вас игра не добавилась, нажимаем на троеточие, добавить игру, и нам нужно снова же перейти в папку с игрой. Arena Breakout, AB Infinite, Binarious, Win64 и UA Games. Открыть. Далее открываем профиль с игрой и здесь делаем следующее. Я побегал с антилагом. По сути, фриза он не вызывает. Можете включать для более низкой задержки. Но снова же, если у вас после включения антилага будут фризы, тогда выключайте. Все остальное я обычно не трогаю. Это все-таки шутер онлайн. Поэтому использовать Super Resolution либо Motion Frames нет смысла. Качество фильтрации текстур. Если у вас правда слабенькая система, выбираем производительность. Плюс можно еще режим тесселяции, выбрать переопределить настройки приложения
и саму тесселяцию выключить. Но это не так важно. Если у вас видеокарта вот NVIDIA, открываем папочку, залетаем на сайт, качаем последнюю версию видеодрайвера. После всей установочки открываем NVIDIA Driver Settings. И здесь мы делаем следующее. Это тоже пропускаем. Находим частота обновления вашего экрана, если доступно. Высшая доступная. Режим низкой задержки. Если в игре присутствует NVIDIA Reflex, в игре включаем, иногда можно поставить на вкл плюс буст. Но если будут фризы, ставьте на вкл. А уже режим низкой задержки выключаем. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Фильтрация текстур. Качество. Выбираем высокая производительность. Самое главное, делаем это на программных настройках. Как я показал с AMD-шкой, заходим в программные настройки, обзор, переходим в папку с игрой и UA Games, приложение добавляем. Далее очистка. Delete Files. Нажимаем продолжить. Все файлы, которые здесь у вас будут, выделяем. Shift-Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Files, папка номер 2. Снова же выделяем все файлы. Shift-Delete и да. То, что не удаляется, отменяем. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C. Окей. Далее очистить системные файлы. Снова же диск C. Окей. Ставим везде галочки. И где-то раз в месяц делаем очистку. Твики реестра. Если вам нужно будет отключить Xbox Game Bar, тогда делаем активацию этих двух файликов. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR2 PKM и слияние. Если нужно будет вернуть все это добро, тогда DVR1 и DVR2 делаем такую же самую активацию. BIOS. Переходим в BIOS. Если вы не знаете, как войти в BIOS, не лезьте. Ищем настройки подсистемы PCI. И если вам доступно Above 4G Decoding, в том числе и Rebar, включаем. Далее находим пропускную способность PCI и самое главное задаем соединение для PCI Express 16X, первый слот, Gen 4 либо Gen 5. Все остальное по желанию. Я обычно включаю, но там уже как хотите. И наконец схема питания. Если вам нужна схема питания максимальная производительность, копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, нажимаем Ctrl плюс V, если не вставляется, тогда PKM Enter, закрываем и открываем ярлык схема питания, показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Я обычно не пользуюсь, баланса, как по мне, хватает идеально. Но для онлайн игрушек в принципе можно включить. После всех этих настроек залетаем в арену и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS. А чё, вебка тормозит? Не тормози. Сникерсни.